Здравствуйте, товарищи! Один из подписчиков моего канала, Москвич, прислал фотографии и короткий рассказ относительно его взломанной входной двери. И этот случай опять настолько типичный и, самое главное, настолько интересный, что я посчитал необходимым рассказать вам о нем. Так что давайте приступим. Я заранее извиняюсь за низкое качество фотографии, но у владельца остались фотографии только после проведенной МВД экспертизы, так что будем ориентироваться на то, что есть. По словам владельца, взлом происходил из тамбура, ну а дверь, по всей видимости, в новостройке. Абсолютно стандартная ситуация, когда в тамбур ставится такая дверь и замок, на которую соседи скидываются из того, что сейчас в конкретный момент есть в кармане. В результате получаем систему запирания, которая зачастую открывается всем подряд, любой инструкцией из YouTube. Взломщик открывает тамбурную дверь, закрывает ее за собой, а после, прячась за ней, использует любые виды взлома и вскрытия, которые ему нравятся. Проходящие мимо соседних этажей будут думать, что владельцы делают ремонт, который каждый из нас начинает один раз, но делает всю оставшуюся жизнь. Но вот вы сами ответьте себе на вопрос. Проходя мимо закрытой тамбурной двери соседей снизу, вы бы стали в нее заглядывать, услышав внутри звуки болгарки? Нет, конечно, если бы лично не знали, что там внутри за этой дверью живут только две немощные бабушки. Ну, либо заглянули только в том случае, если бы тамбурная дверь сама не была бы так же искурочена. А в нашем конкретном случае это двери тамбур новостройки. Везде шумят перфораторы и болгарки. Соседи друг друга не знают. Красота. По словам потерпевшего, внизу у него был установлен двухсистемный итальянский замок Матура 54 серии. Сверху, в цилиндровой его части, EFO 3КС, прикрытая броненакладкой. На мой взгляд, попытки чистого вскрытия здесь даже не было. Сильные замковые группы требуют очень дорогой, узкоспециализированный инструмент. Огромный опыт и непредсказуемое большое время для чистого вскрытия. Поэтому начали сразу с сломов. И это рационально. Этот факт выдает жуликов, как здраво рассуждающих, не первый раз идущих на дело людей. Но дверка-то гнутая, а большая часть сегодня из них делается из 1,5-миллиметрового листа стали. Стоит двухсистемник, а значит у него небольшое количество ригелей, сосредоточенных примерно посередине полотна. Поэтому хорошо видно, что дверь нашего потерпевшего в первую очередь взламывалась рычажным инструментом, ломом или фомкой, потому что явно видны следы замятия на коробке. Но то ли из-за большого числа гибов, то ли из-за неудобного расположения двери прямо у стены, рычаг здесь тупо неудобно прикладывать, мешается стена. А может быть даже из-за всего одновременно, попытка удовлетворительного результата не принесла, поэтому была оставлена. По словам нашего потерпевшего, первой в тамбурной двери была вскрыта дверь соседа, поскольку на ней стоял один единственный замок, не требующий больших временных затрат и какого-то специального инструмента. Далее злоумышленники ведут себя как в лучших гангстерских фильмах. Подключают к соседу болгарку и начинают резать дверь героя нашего выпуска. И вот далее создается двоякое впечатление об интеллектуальных способностях тех варваров, которые занимались дверью нашего героя. Во-первых, резать металлическую дверь болгаркой, пускай даже в закрытом тамбуре, это нужно быть просто безбашенным, обдолбанным отморозком. Во-вторых, хорошо видно, что один рез болгаркой был сделан ровно ниже корпуса двухсистемника. Это говорит о том, что они примерно знают габариты двухсистемного итальянского замка. Знают и о том, что к двухсистемнику может быть подключена вертикальная тяга вниз, которая, если я правильно рассмотрел, там на самом деле и оказалась. То есть все это вкупе характеризует недоброжелателей, как некоторых знатоков замков и дверей, способных взвешенно рассуждать в процессе, мягко скажем, нервного дела. В-третьих, рез окошка посередине полотна двери, да при этом еще и размером с форточку. На мой взгляд, только полные профаны могут подумать, что это может сработать. Ну ладно, еще так могут подумать испытатели квартирных дверей по банковскому ГОСТу с газовым резаком в руках наперевес. Если бы даже у полотна не оказалось ребра жесткости посередине, как в нашем конкретном случае, как вы предлагаете лезть внутрь через форточку с острыми краями по периметру? Вы же все пузо и башку себе раздерете, пока только внутрь залазите. Чего делать с внутренней отделкой, которая сейчас окажется на глубине в 7-10 сантиметров? И до которой вашу болгарку уже не достанет. А если вам не повезет, и пока вы будете внутри, случится шухер.
и нужно будет лезть обратно. Это окошко станет прекрасным помощником для задержания преступника, поскольку вылезти обратно быстро не получится, а сам жулик и его действия через эту форточку будут прекрасно просматриваться. В общем, необъяснимый дебилизм. А знаете, что в этой ситуации самое приятное? Что дверь и замки выстояли. Жулики не попали внутрь. Дверь справилась с поставленной задачей, не пустив злоумышленников с серьезным инструментом и прилично свободным количеством времени внутрь, пускай и ценой своей собственной жизни, как настоящая героиня. Поэтому привет всем тем, кто занимается самообманом и до сих пор выбирает входную дверь и замки с прибауткой. Кому надо открыть, вскроют. Вот, пожалуйста, кому-то было надо. При этом у них были прекрасные условия. И по тому трэшу, который они успели натворить, огромное количество времени. А попасть в итоге не попали. Предлагаю пробежаться по рекомендациям и выводам, сделанным по всему только что сказанному. Первое. Входная дверь по-прежнему является первым препятствием при атаке квартирных воров на ваше жилье. Не стенка из газоблоков рядом и не смежная с соседней квартирой стена, на которую любят кивать некоторые диванные специалисты, а именно входная металлическая дверь в вашу квартиру. Второе. Серьезная система запирания, серьезная металлоконструкция вашей входной двери по-прежнему являются актуальными средствами защиты. Хорошие замки с высокими охранными свойствами на вашей двери исключают или максимально минимизируют удобное чистое вскрытие, оставляя злоумышленникам неудобный, шумный и рискованный силовой взлом. Жесткая металлоконструкция входной двери с правильно смонтированными замками, с усиленными бронепластинами, в свою очередь увеличивает время силового вскрытия, а значит снижают вероятность успешного проникновения. В-третьих, использование электронных систем записи или извещения охраны являются не альтернативой, а дополнительными мерами защиты. Например, если бы в нашем конкретном случае у потерпевшего стоял бы видеоглазок с записью на движение, скорее всего, я бы получил гораздо больше интересных кадров для этого видеоматериала. А на этом все. Замечания, дополнения и комментарии оставляйте под этим видеороликом. Если у вас есть примеры и фотографии подобных деяний, и вы хотите их разобрать, присылайте к нам на электронную почту с подробным описанием. Правильные стальные двери от дверного доктора с сильной системой запирания ищите в описании под этим видеороликом. Мира и достатка, друзья. С вами был Владимир Ключник. До новых встреч.